Всех приветствую на канале Animal Life. Мужчина нашел в лесу девушку. То, что он с ней сделал, потрясло интернет. Сергей уже третьи сутки был в пути, он возвращался со свадьбы лучшего друга. Из-за мороза и снега, дорога превратилась в сплошной каток. Он снизил скорость, чтобы не рисковать. Внезапно, около леса он заметил одинокую фигуру. Интересно, кого это занесло в такую глушь? Подумал Сергей, ведь ближайший населенный пункт был в километрах 40. Сергей остановил машину и поспешил к лесу. Под деревом стояла молодая женщина, вся посиневшая от холода. «Ты как тут оказалась?» – спросил Сергей. Но та ничего не ответила, и только что-то пробормотала дрожащими губами. «Пошли, я отвезу тебя домой», – сказал Сергей. Девушка послушно встала и пошла за ним. Мужчина налил ей горячего чая и укутал пледом. «Где ты живешь?» – спросил Сергей. «Уже нигде», – ответила женщина. Как оказалось, ее муж был очень груб и жесток. Они сильно разругались, и он отвез ее в лес и сказал, чтобы больше ее не видел. «А в полицию не пробовала обращаться?» – спросил мужчина. «Бесполезно, у него там все схвачено. Он общается в блатных кругах, и все его знают», – ответила женщина. «Я не поеду домой», – сказала девушка. «Ладно, поехали ко мне, а там подумаем, что делать», – сказал Сергей. Сергею стало очень жаль эту девушку, и он не понимал, как так можно поступать. Мужчина жил один в однокомнатной квартире. Он не планировал обзаводиться семьей, считал, что сначала нужно построить карьеру. Он никогда не забудет, как раньше жил впроголодь с матерью. Сергей поставил раскладушку на кухне, а девушке отдал кровать. В тот вечер они долго разговаривали, и девушка рассказала о своей нелегкой судьбе. Утром Сергей засобирался на работу. Татьяна проснулась. «Будь как дома, еда в холодильнике, не стесняйся. Я пойду на работу, а вечером подумаем, как с тобой быть», – сказал Сергей. Весь день Сергей думал о Татьяне, что с ней делать и как поступить. И тут он вспомнил про одноклассника, который работал в полиции. Может, он сможет помочь. Возможно, Татьяна преувеличивает властность своего супруга. Подходя к дому, он увидел у подъезда 3 полицейские машины. Что случилось, к кому они приехали, подумал Сергей, и увидел, как в наручниках выводят Татьяну. «Что случилось? Это все твой муж устроил?» – спросил мужчина. «Нет никакого мужа!» – крикнула Татьяна. К Сергею подошел полицейский, показав удостоверение, и сообщил мужчине: «Вы подозреваетесь в хищении большой суммы, и если будете сотрудничать с нами, то пойдете не как подозреваемый, а как свидетель», — сказал полицейский. Мужчина послушно сел в УАЗик. В отделении мужчина узнал, что Татьяна обокрала банк, в котором работала. Ее искали по всему городу, пока она не позвонила родителям, и ее без труда вычислили. «Скажите, это вы ее надоразумели на такой поступок? Где вы прячете деньги?» «Мы обыскали всю квартиру», — сказал полицейский. «У меня нет никаких денег, я вчера ее нашел в лесу, и при ней не было никаких денег». «Запись с видеорегистратора подтвердит мои слова», — сказал Сергей. Через несколько часов мужчину отпустили, под подписку о невыезде. Сергей пребывал в состоянии шока. Убираясь в квартире после обыска, парень не верил в то, что Татьяна могла украсть деньги. А что, если это ее муж подстроил? Подумал Сергей и набрал номер своего друга полицейского. К счастью, друг не отказал в помощи, и через час они сидели на кухне, пили чай и обсуждали случившееся. «Я не думал, что ты будешь замешан в этой истории. Дело известное, вся полиция стояла на ушах. У Татьяны есть 5-летний сын, она мать-одиночка, и недавно ему поставили неутешительный диагноз. Нужно было дорогостоящее лечение. Татьяна долго бегала по разным фондам, но результата не получала. Потом она решила обратиться к руководству банка, чтобы взять кредит, но и там ей отказали. Но недавно ее сыну стало совсем плохо, и она решилась на эту кражу. Украв деньги, она отдала их в больницу. Мальчику сделали нужную операцию», — сказал Николай. «А что она делала в лесу?» — спросил Сергей. «Говорит, что была в состоянии аффекта», — ответил Николай. «Как я могу помочь ей, ведь у нее маленький ребенок?» — спросил Сергей. «Ну, во-первых, нужно нанять хорошего адвоката, и в идеале было бы вернуть украденную сумму. Может, банк пойдет навстречу и отзовет заявление. Адвоката я найму, а вот где деньги взять?» – думал Сергей. Всю ночь Сергей не сомкнул глаз, все время думал о Татьяне. Она ведь оказалась в безвыходной ситуации. Речь шла о жизни ребенка. Он очень понимал ее, и там ей не место.
У Сергея была некоторая сумма денег, которую он откладывал на строительство дома. Остальную сумму он решил одолжить у начальника. Они хорошо общались и у них были доверительные отношения. Благодаря адвокату и возвращенных денег, через месяц Татьяна была на свободе. Банк пошел навстречу девушке. Сергей встретил Татьяну. «Ты прости меня, что я не рассказала тебе всю правду. Спасибо большое за все, что ты сделал. Я до конца жизни в неоплатном долгу перед тобой. Как мой сын», — сказала и заплакала девушка. «Идет на поправку, я вчера к нему заезжал». «Перестань, ты ничего мне не должна, на кону стояла жизнь ребенка», — ответил Сергей. Прошло 1,5 года, сегодня Татьяна выходила замуж за самого любимого и надежного человека. «Мама, там дядя Сережа приехал на лимузине», — радостно закричал Кирюша. Татьяна и не могла поверить, что тогда замерзающая в лесу встретит там своего спутника жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!